Приветствую вас. Так, давайте посмотрим, что у нас на повестке дня, что ожидается, как оно повлияет. Начинается заседание ФРС по поводу того, что делать дальше, как менять, не менять ставку, какие программы дальнейшие осуществлять. Потому что текущие меры, они не вполне эффективны. И возникает вопрос, что предпринимать для того, чтобы разрешать возникшие проблемы в экономике. Но здесь еще вопрос заключается в том, что действует так называемое правило Эвана, которым руководствуется ФРС, о том, что инфляция и безработица должны быть в определенных рамках. Для безработицы порог установлен 6,5%, для инфляции 2,5%. Вот при переступлении этого порога, соответственно, ФРС меняет свою кредитно-денежную политику. Но на текущий момент времени ситуация с безработицей вышла из-под контроля, и предпринимаемые действия они пока не позволяют обуздать сложившуюся ситуацию, поэтому будут прогнозировать, решать, как и что нужно делать для того, чтобы с одной стороны экономику привести в чувство, с другой стороны не утратить рычаги влияния на экономику. Но из текущей ситуации, вот как предполагает автор статьи на Zero Hedge, есть 4 крайне спорных выхода для ФРС США. Первый — это отрицательные процентные ставки. Второе — это прямое субсидирование выпуска облигаций, бондов. Третий — это покупка акций, или введение безусловного дохода 72 тысячи долларов США в год. И четвертый вариант — это предоставить другим, менее успешным и экономически развитым странам печатать доллары США, чтобы не возникала проблема с долларовой ликвидностью. Как видите, все эти способы, они весьма спорны, и они окажут достаточно негативное воздействие и на политическую систему, и на экономику США. И поэтому здесь для того, чтобы не утратить рычаги воздействия на экономику, возможно, ФРС придется предпринимать какие-то действия, которые, возможно, окажут негативное влияние на текущую ситуацию с фондовыми финансовыми рынками. Помимо встречи, ФЕД запускает программу выкупа облигаций муниципальных и так далее для того, чтобы избежать осложнений локальных у муниципальных органов власти в Соединенных Штатах. На самом деле там уже идет спор на этот счет, что по сути это приведет к тому, что ФЕД скупит всю Америку, и что такие средства, они на самом деле Штаты не спасут от дефицита бюджета. Но нам здесь только остается ждать, чем закончится заседание ФРС. Оно двухдневное, если не ошибаюсь. Но это заседание, оно может вызвать существенную корректировку на рынках. Текущая ситуация в мире приводит к тому, что перевозки контейнеров несут значительные убытки, наблюдается значительное уменьшение рынка перевозок. Это и понятно, то есть спад экономической активности, тут уже не до перевозок. Но здесь проблема в том, что это индикатор, который он показывает о том, что экономика входит в штопор. Потому что если падают уже и контейнерные перевозки, то есть это говорит о том, что глобализация, мировая торговая активность, она, в общем-то, в рецессию вошла уже. На текущий момент всплыла информация о том, что китайское правительство значительно занижает уровень безработицы. Там, по-моему, последняя публикация была на уровне 5 или 6%. На самом деле произвели независимую оценку, сколько здесь может быть. Получается порядка 20%. Там это связано с тем, что они некорректно фокус-выборку устанавливали среди опрошенных. И если эти данные справедливы, то получается в ближайшее время китайская экономика будет восстанавливаться значительно медленнее, чем ожидалось. И спрос на нефть будет расти, соответственно, крайне небыстро. И, возможно, даже в 2020 году
за счет того, что вот имеет место быть такая ситуация с Китаем, и близко не восстановится в сравнении с тем, что было в 2019 году и 2018 году. Но такая ситуация по нефти, которую мы наблюдали вчера и которую наблюдаем в последнее время, она связана с тем, что заявляется, что переполнены мировые хранилища нефти, что на рынке продолжает оставаться значительный избыток нефти по сравнению с потреблением. То есть производство оно явно качает столько нефти, сколько совершенно не нужно. И то, что переполненные хранилища, создает ситуацию, когда цены на нефть могут в любой момент пойти еще ниже. Но несмотря на эти обстоятельства, ОПЕК достаточно оптимистично настроен и ожидает, что во второй половине 2020 года цена на нефть восстановится к 40 долларам за баррель. Здесь о бренте идет речь. Но проблема в другом, что даже если она восстановится до 40 долларов за баррель, сколько ее будет производиться, насколько меньше для того, чтобы она была 40 долларов за баррель. 1 мая запланирована встреча ОПЕК+, и Саудовская Аравия уже к этой встрече начинает снижать добычу нефти. Кувейт заявил о том, что он снижает добычу нефти уже вот сейчас. Ожидают от России шагов в этом направлении. Не знаю, будут ли шаги, что-то мне кажется, что не будет шагов. Но здесь деваться некуда, поскольку избыток есть. Либо будут сейчас оперативно в срочном порядке снижать добычу нефти, или сейчас мы будем наблюдать, возможно, как это в математике, комплексные или мнимые цены на нефть, когда они уйдут ниже нуля. Но еще что примечательно, вот такие заголовки пошли, что Россия ворует рынок нефти у Саудовской Аравии в Китае, что Россия нарастила на 31% экспорт нефти, при этом саудиты на 1,8% уменьшили. Здесь на самом деле, мне кажется, спорный момент, кто у кого что ворует, с учетом того, насколько там за месяц, по-моему, или полтора саудиты нарастили добычу нефти. Здесь сложно обвинять Россию в том, что она там что-то у саудитов ворует. Я думаю, что все-таки это вот ангажированная статья. И вот о том, что в Азии даже у Южной Кореи заканчиваются емкости, куда можно заливать нефть. То есть это говорит о том, что в ближайшее время можем повторить краш-тест по ценам на нефть. И как вот не посмотришь, здесь вообще просто Санта-Барбара, что вроде как саудиты отжимают Россию из Европы и Америки, а Россия отжимает саудитов с Дальнего Востока. Но на самом деле здесь, я думаю, сложно так однозначно сказать, поскольку рынок очень сильно сжимается из-за падения спроса. Я думаю, здесь, каждая сторона, она просто стремится максимально защитить свои интересы, и поэтому здесь говорить о том, что вот там Россия оттяпала Дальний Восток у Саудовской Аравии, а Саудовская Аравия у России оттяпала Европу, я думаю, здесь во многом вот эти действия в плане там добычи и продажи со скидками, они носят импульсивный характер, потому что как-то нужно реагировать на то, что рынок сжимается. Вот канадские производители ориентированы на то, что начать сокращать добычу нефти, причем достаточно ощутимо для них. Но здесь фишка заключается в том, что они и так ее будут сокращать. Дело в том, что канадская нефть, она тяжелая, сернистая, или кислая, как это называется. И поэтому спрос на нее достаточно специфичен и ограничен. Поэтому они и без всяких заявлений будут вынуждены сокращать добычу. Но сейчас вот еще пошла масса заявлений о том, что низкие цены на нефть, они убьют будущее ядерной энергетики, зеленой энергетики и так далее. Я думаю, ничего не убьют, потому что вот это воздействие, оно будет носить краткосрочный характер. Дальше для того, чтобы выходить из текущего кризиса, потребуются капитальные затраты. Для того, чтобы эти капитальные затраты, которые потом будут производить отдачу, осуществить, нужна смена энергетической парадигмы. Но я думаю, в любом случае, дни ядерной энергетики, именно ядерной, не термоядерной, они сочтены.
ядерная энергетика в том виде, в котором существует, она и так обречена и без низких цен на нефть. Вот, и поэтому здесь, скорее всего, будет идти речь о трансформации поэтапной. Сначала будет заменена парадигма на так называемую зеленую энергетику. И по факту того, как максимально будет выработана концепция зеленой энергетики. Зеленая энергетика это что? Солнечные батареи, ветряки, средства сохранения и аккумуляции энергии. Тут, я думаю, водород будет приоритетное использование. И вот как только это направление будет полностью выработано, а на это уйдет, я думаю, лет, наверное, 30, а то и 50, только тогда человечество вернется к осваиванию той энергии, которая спрятана в атоме. Но это в любом случае это будет не ядерная энергия, это будет термоядерная энергия. Потому что ядерная энергетика, она несет в себе массу проблем, она значительно менее эффективна по сравнению с термоядом. В чем заключается проблема? В том, что ограничены запасы ключевого топлива ядерного, это уран-235, выработка иных компонентов, она сопряжена с определенной опасностью и затратами, потому что там нужно производить переработку твелов, тепловыделяющих элементов атомных электростанций. И помимо этого, потом стоит вопрос утилизации выработанных твелов, которые ядерное топливо. То есть оно, как правило, высокорадиоактивно, с ним надо что-то делать, это дополнительные затраты. И здесь как бы единственное, на мой взгляд, адекватное решение – это разработка термоядерного синтеза. Она, конечно, сейчас на текущем этапе не решена, там слишком много проблем в части инициации и удержания термоядерного синтеза. Но тем не менее, я думаю, придет рано или поздно человечество к тому, что разовьет эту тематику. Я думаю, здесь вопрос только во времени и в затратах, кап-затратах, исследования и реализацию. Пока это никому не выгодно, потому что, как известно, есть огромные вложения, во-первых, в текущий нефтяной сектор, потом уже сделаны вложения в так называемый зеленый сектор. И когда вот это все будет выработано и станет низкоэффективно, тогда, я думаю, перейдут к следующей парадигме развития, которая связана с термоядерной энергетикой. Так, ну вот пошли всякие загадочные сценарии, что должно произойти для того, чтобы нефть вернулась выше $30 за баррель. Обратите внимание, как ставки падают. Если ранее шли разговоры о том, что сделать, чтобы она вернулась выше $50-60 за баррель, вот совсем недавно, теперь уже речь идет всего лишь о $30 за баррель. Но здесь как бы понятно, к чему все это сводится. Здесь либо значительное сокращение добычи ОПЕК и другими экспортерами нефти. Но мы с вами видим, что здесь без вот реально коллапса, трешака, пока вот нефть она через край не потечет, скорее всего быстрых и эффективных действий в этом вопросе не будет. Ну и соответственно следующий момент это обрушение сланца, то есть должно упасть значительно производство нефти сланцевой. И тогда в общем-то, дополнит действие ОПЕК. Низкие цены, скорее всего, в ближайшее время окажут свое воздействие негативное на добычу сланцевой нефти. И, в общем-то, здесь, я думаю, тоже это будет плюсом к выравниванию спроса и предложения цен на нефть. Но, само собой, восстановление спроса за счет окончания эпохи карантинов. Но, как мы с вами видим, здесь, возможно, будет масса неожиданных сюрпризов. Например, информация по поводу безработицы в Китае. Безработица это, в общем-то, говорит о том, что экономика она не восстанавливается так, как заявляется. Статистические данные по части восстановления экономики Китая, производственных мощностей и потребления тоже они несколько противоречивы. И здесь в скорости восстановления кроется, в общем-то, другой фактор, который может привести в соответствие спрос и предложение, это увеличение спроса. То есть мы в ближайшее время можем столкнуться с тем, что увеличение спроса оно не будет соответствовать тому, как это запланировали и как это ожидается. Ну и само собой рассматриваются такие варианты, как
различные инциденты, связанные с вмешательством человека, дестабилизацией ситуации на Ближнем Востоке и природными бедствиями. Ну и вот активно продолжает муссироваться тема по поводу так называемого нуклеоптион, о том, что США разорвет и все гласные и негласные договоренности с Саудовской Аравией, которые были достигнуты ранее, о том, что США защищает Саудовскую Аравию в обмен на то, что Саудовская Аравия дарует определенные преференции в части того, что касается нефти, в том числе участвует в создании так называемого нефтедоллара, когда основная торговля нефтью ведется в долларах США. Вот. Но на самом деле, я думаю, это не более чем спекуляция, несмотря на все милые проделки саудитов, Соединенные Штаты от них никуда не денутся, пока существует эпоха нефти, потому что если вот этот баланс взаимоотношений будет таким образом радикально нарушен, когда США откажутся от поддержки Саудовской Аравии, это приведет к тому, что исчезнет такая штука, как нефтедоллар, то есть торговля нефтью за доллары, и тогда, я думаю, время экономического величия Соединенных Штатов, оно просто обратный отсчет пойдет, и надо будет только ожидать, когда все это дело рухнет. Потому что, по сути, один из важнейших компонентов мировой экономики текущей, это то, что доллар платежное средство, а доллар платежное средство, один из китов и один из ключевых китов, заключается в том, что торговля энергоносителями ведется в основном в долларах США. И уход от этой схемы ключевого игрока Саудовской Аравии похоронит доллар США. Но таким образом, хотел обратить ваше внимание, что сейчас, скажем так, фокус событий сосредоточен на том, что там нарешает ФРС. ФРС, соответственно, сталкивается с проблемой того, что предпринимаемые меры, они не эффективны надлежащим образом. И здесь как бы надо какие-то ключевые действия проводить. А те действия, которые они могут здесь провести, то есть они, скорее всего, приведут к тому, что на рынках разовьется корректировка. Возможно, даже обвал. То есть вероятность того, что по факту решения ФРС или в начале мая мы столкнемся с достаточно серьезным корректирующим движением на рынке, в общем-то, достаточно высока. Помимо этого, грядет заседание обсуждения ОПЕК+. Здесь могут быть приняты какие-то решения, которые они тоже приведут к тому, что по нефти ситуация может быть дестабилизирована. Ну, точнее как, могут быть какие-то громкие заявления, которые вначале, в общем-то, будут позитивно восприняты рынком нефти, но по факту того, как начнутся первые шаги по исполнению этих заявлений, здесь могут возникнуть определенные проблемы и нестыковки. Все, друзья, спасибо за внимание.